Добрый день! Сегодня вместе с вами мы будем шить теплые детские спортивные штаны по выкройке Кати Мхитарян. Это штаны с цельнокроенным поясом и нижними манжетами, карманы в боковом шве. Перед тем, как распечатать всю выкройку, обязательно проверьте контрольный квадрат. Ссылка на выкройку будет в описании к этому видео. Перед вами основные детали выкройки: заднее полотнище, переднее и мешковина кармана. Карман предусмотрен в боковом шве, то есть вы можете просто взять вот эту мешковину кармана и прикладывать ее к местам входа в карман. Эти меточки есть на выкройке. Таким образом, вам нужно будет сделать 4 вот таких вот детали мешковины кармана. Я же хочу сделать карман с отрезным бачком, поэтому мы на кальку переводим вот эту вот внутреннюю деталь кармана, то есть уже с отрезанным бачком. Видите? Эту деталь мы переносим на кальку. Полученную деталь прикладываем к местам входа в карман, обводим вырез, вот этот вот входа в карман, и его вырезаем. Итак, наши основные детали – это перед и зад. По 2 детали, прибавка на все швы 1 см, цельнокроенный пояс и цельнокроенная манжета уже включены в выкройку. Смотрите, вот так они будут выглядеть. Поэтому, в принципе, сверху и снизу можно не прибавлять. Но я на всякий случай прибавила буквально по полсантиметра. Шить я буду из футера 3 нитки с начесом. На переднем полотнище места входа в карман я продублировала флизелином. Далее карман. 2 детали кармана я сделала из основной ткани, это вот бачок кармана, а 2 детали внутренней части кармана я сделала из кулирки с лайкрой, чтобы не создавать излишнюю толщину в местах карманов. И начинаем мы шить с того, что на переднее полотнище к месту входа в карман накладываем внутреннюю часть кармана и будем пришивать. Детали прикладываем лицевыми сторонами друг к другу. Шью я на обычной машинке, но вы можете это делать и на оверлоке. Далее мешковину кармана отворачиваем на изнаночную сторону, а по лицевой стороне отстрочим вход в карман. Теперь на внутреннюю мешковину кармана накладываем бачок кармана, совмещая их лицевые стороны, и будем сшивать по внутреннему срезу.
Теперь хорошенечко распрямим карман и зафиксируем его иголочками по всему периметру. Теперь на переднее полотнище накладываем заднюю половинку брюк, совмещая их лицевые стороны, и будем сшивать боковой шов. Шить я буду на оверлоке широким четырехниточным оверлочным швом иглы джерси номер 90. Боковой шов с лицевой стороны я отстрочу. Припуск на шов отстрачиваю на заднюю половину. Теперь складываем штанину пополам и будем сшивать шаговый шов. Таким образом мы сшили обе штанины. Одну оставляем на изнаночной стороне, а другую выворачиваем на лицевую сторону и вставляем одна штанина в другую, совмещая их шаговый шов. И далее соединяем их между собой по переднему и заднему шву. Теперь берем резинку шириной 3,5 см. Длину резинки меряйте непосредственно по ребенку и сшиваем эту резинку в кольцо. Далее делим ее на 4 равные части. На 4 же равные части делим и пояс брюк. Теперь совмещаем метки на резинке с метками на поясе. И равномерно натягивая резинку, будем ее пришивать. Резинку я буду пришивать также на оверлоке. Нож на оверлоке в это время отключаем. Теперь уже на обычной машинке закрепим резинку снизу.
Теперь подворачиваем пояс вместе с резинкой внутрь и будем его пришивать по низу по оверлочной строчке. Тут хочу особое ваше внимание обратить на то, что необработанный верх кармана как раз вот закрывается в данный момент нашим поясом. Низ штанов обрабатываем таким же образом, как и пояс. Здесь для удобства используем рукавную платформу. И наши теплые штаны готовы. Вот я вам показываю, как они аккуратно смотрятся с изнаночной стороны. Верх карманов закреплен поясом. По желанию в поясе можете сделать отверстие и вставить шнур. Также можете отстрочить резинку несколько раз. Я вначале так и сделала, но готовый результат мне не понравился, поэтому я распустила вот эти вот строчки. Резинка, надо сказать, значительно увеличилась в размерах, и пояс стал жестким и, мне кажется, для ребенка неудобным. В целом я очень довольна данными штанами. Несмотря на то, что они выполнены из такого плотного материала, сидят они на моей дочке просто замечательно. Прям вот по фигуре они выглядят мешком и при этом остаются комфортными и удобными. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал.